Здравствуйте, друзья! Прежде чем рассуждать о поведении людей, нужно понять, что такое зависть. Как правило, она возникает к людям, у которых есть то, чего нет у завидующего человека, будь то материальные или нематериальные блага. Зависть основана на эмоциях и является одним из негативных проявлений человеческих чувств. Распознать завистливых людей не так уж и сложно, их поведение довольно предсказуемо. Еще в древности голландский мыслитель Спиноза замечал, что завистливые люди чувствуют неудовольствие при виде чужого счастья и ощущают полное удовольствие в чужом несчастье. Рассмотрим несколько проявлений зависти. Первое. Пересуды и сплетни. Обычно сплетни плетут малодушные люди, обладающие заниженной самооценкой. С этого и начинается проявление зависти. Не стоит обращать внимание на слухи, распространяемые из зависти, а тем более отвечать на них. Завидующий человек не сделает из этого никаких выводов, скорее будет сплетничать еще больше. Нужно выяснить, кто именно распространяет сплетни и плетет интриги, и открыто поговорить с этим человеком. Второе – это ненависть. Это одно из главных проявлений завистников. Такие люди могут ненавидеть человека без всяких на то причин. Человек не сделал ничего плохого, но все равно будет люто ненавидим из-за зависти. Если в вашем окружении возник такой субъект, то лучше не конфликтовать с ним, а попросту игнорировать. Третье – это злорадство. У завистливых людей чужие проблемы и неудачи вызывают настоящий восторг. Они откровенно будут радоваться несчастью других людей, и по этой реакции можно легко вычислить завистливого человека. Нельзя показывать завистнику, что его поведение вызывает у вас чувство подавленности. Все ваши переживания принесут ему только радость. Необходимо собраться с мыслями и найти выход из сложившейся трудной ситуации, достигнув поставленных целей. Рано или поздно ошибки совершают все, поэтому ни в коем случае не стоит идти на поводу завистливых людей. Четвертое – это умышленное преуменьшение чужих достижений. Часто завистники стараются принизить достижения других людей и ради этого способны идти на любые ухищрения. На зависть не нужно обращать внимание, следует спокойно продолжать свою деятельность дальше, а с завистливыми людьми лучше прекратить свое общение. Пятое – это сотворение кумира. Многие завистливые люди любят создавать себе кумиров. Выбирают объект для подражания и стремятся копировать его привычки, стиль одежды и поведение. Иногда это доходит до абсурда и очень раздражает. В этом случае нужно подобрать удобный момент для разговора и попытаться разъяснить завистнику, что у каждого человека есть свое собственное «я». Шестое – это лесть и восхваление. Наряду с людьми, принижающими достижения, есть и люди, постоянно поющие дифирамбы. За глаза они способны наговорить множество небылиц и значительно исказить или преувеличить любое событие. Общение с такими людьми малоприятно. Седьмое – конкуренция или партнерство. Как часто бывает в жизни, завидуют люди, находящиеся в вашем близком окружении. Это могут быть как коллеги, так и конкуренты по работе. Конечно же, менять привычный уклад своей жизни из-за таких людей не стоит, но следует их опасаться. И вот несколько советов, как правильно себя вести с завистниками. В окружении любого человека всегда найдутся люди, способные позавидовать чему угодно. Вот лишь несколько рекомендаций по общению с завистниками, которые позволят свести к минимуму возможные неприятные последствия. Помните о том, что счастье любит тишину, и не делитесь с завистливыми людьми своими радостями. Игнорируйте сплетни о себе, тогда они незаметно утихнут. Поясняйте, что ваш успех является результатом колоссального труда. За помощью в случае неудач обращайтесь только к родным и близким людям. Стремитесь свести к минимуму общение с завистливыми людьми. По возможности старайтесь сами не уподобляться сплетникам. Не выслушивайте речи тех, кто обсуждает кого-нибудь за спиной. Обычно сплетничают за глаза, а это недостойно и унизительно. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто досмотрел видео. Если понравилось, ставьте лайки. Делитесь в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с рьяными завистниками. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать о себе еще много интересного. Всего всем доброго!